27 декабря, 32 градуса. К Новому году обещают 36 и выше. Вот. Это тяжело. Вчера сломался смеситель на кухне. А мы снимаем квартиру с мебелью, поэтому как бы такие вещи, ну, по идее, должен ремонтировать хозяин. Я лишний раз стараюсь хозяина не напрягать по каким-то легким вопросам. Это, конечно, не легкий вопрос, но что, я сам смеситель не поменяю, что ли? Вот. Тут недавно как раз на эту тему говорили, что иммигрант должен уметь все. Но если иммигрант умеет не все, то он должен иметь достаточно много денег, ну, чтобы нанять того человека, который умеет все. Нужно смеситель сфоткать, отправить хозяину и получить его добро, что он готов это оплатить. И потом он это вычтет из квартплаты, что когда буду перечислять деньги там за электричество. Ну, в общем, вот мы пришли в Визи. Сейчас что-нибудь тут посмотрим. Однако один стоит 35 тысяч и другой 52. Как-то дороговато, конечно, на мой взгляд. Потому что я смотрел на Mercado Libre, они стоят там по 20. Ну, если по 15, там по 20. Но сейчас пока жду ответа хозяина, будет он оплачивать такой или нет. Просто этот, который за 35, он тоже такой с нюансами. Ну, не такой удобный. После недолгих обсуждений было принято решение взять недорогой вот этот. Там в зоне распаковки распаковал эту штуку, посмотреть, что есть внутри, что убедиться, что там есть вот эти два шланга, которые вместе со смесителем идут в комплекте, ну, что они точно есть. Потому что я у консультанта спросил, есть ли эти шланги, он такой, да, есть. Вот, это тоже всегда так интересно, то есть ты что-то придумываешь на ходу, изобретаешь, там, я вообще их кабелями назвал, там, если там два этих кабеля, вот, он мне переспросил и назвал вот эти вот шланги каким-то словом, и я все равно не запомнил. И вот это вот постоянно происходит, ты такой, что-то раз тебе сказали, ты вроде да, понял, надо запомнить, и опять у тебя вылетело из головы. А эти слова, они все очень специфичные, то есть в словаре ты посмотришь, там окажется не так. Это вот такая очень интересная особенность местно испаноговорящих, что у них слова используются специальные. Вот наш друг Фродо, которого мы все время чешем жопку, ему все время он любит, когда ему тут чешут жопку. Сосед. Привет, сосед. Славный пес. Это Фродо такой, да, вот у него тут написано, что он Фродо. Везде все время придешь и такой там смотришь, там такие инструменты, все эти ключи и так далее. И вот у меня все же это осталось, ну, было в России, там, раздал, продал, там, выкинул. Такая куча всякого железа, всяких железок классных была. И здесь думал, ну, приеду постепенно же обзаведусь, да. И вот пока вообще несколько ключей и дрель. Вот все, что у меня есть. Я так там облизываюсь, там болгарка нужна, еще что-то. То есть для людей, которые делают все своими руками. Хорошо, когда ты умеешь что-то делать. Но без каких-то, без специального инструмента тоже бывает сложно это обходиться. Ну, постепенно, конечно, обзаведусь. Но, опять же, вот я когда уезжал, я же столкнулся вот с этим, что ты обрастаешь таким количеством хлама вот этого. Ну, это как бы вроде бы и не хлам, и в то же время это у тебя никуда не входит. А тебе нужно, чтобы тебе в 2-3 чемодана свою 50-летнюю жизнь уместить. И не получается это сделать. Ну вот, и поэтому приходится выбирать, что можно взять, что нельзя. Ну, какие-то тяжелые вещи, типа железок, отказываешься, конечно. Так, смеситель установлен.
Единственное, что проблема, что там внизу вот эти вот гаечки, которые его притягивают, они на 9, у меня на 9 ничего нет. И я его только от руки затянул. Туда мультитулом не залезть, который типа плоскогубцев. И поэтому вот он немножко болтается. Вот так вот работает. Может быть, со временем найду ключ на 9 и как-нибудь затяну. И вот еще хотел показать одну особенность местную. Канализационное строение. Вот смотрите, здесь вот, значит, вот эти все эти водосливы. И здесь внизу вот такая вот дыра, и здесь крышка. Эту крышку открываешь, и там просто канализация. Ничем не закрыта, то есть такая открытая канализация. Я понимаю, если бы это было как-то сделано на уровне пола, для того, чтобы если затопит, то это был бы водослив. Но это сделано выше уровня пола, и зачем этот слив, непонятен. Он просто прикрыт крышечкой, и оттуда идет страшная вонь. Я пока здесь работал, тут уже надышался, мне уже плохо. А обычно мы на кухне держим эти дверцы закрыты, и они хоть как-то немножко эту вонь сдерживают. А так вообще непонятно. И вот это вот такая особенность, я вот это не понимаю, зачем так делать. Если вы понимаете, можете мне объяснить. Попытайтесь. Зато меня ждет награда. Да, помочь. Арбуз, арбуз, ура! Будем есть арбуз. Класс. Дай тазик.